Друзья, отключаю с тестов TOX 2. TOX 2 отключаю с тестов. И сейчас немножко о нем побеседуем. Так что с обзором такого TOX 2 на канале Технозон. Поехали. Знаете, когда я его увидел, я подумал, какая нелепость. А потом я понял, что такая форма — это всего лишь необходимость из-за того, что здесь умудрились разместить полноценные два USB-порта, разместили LAN RJ45 и у нас даже подключение, кстати, через Type-C. И плюс есть еще и картридер и выносной ER-датчик, но он не обязателен. Сейчас тоже обсудим почему. Что мы имеем внутри? Когда я сейчас произношу процессор Allwinner H313, сейчас многие, наверное, скажут: боже, какое говно. Но я вас немножечко либо разочарую, либо, может быть, порадую каких-то там поклонников Allwinner. Дело в том, что в данном случае Allwinner реализован на полностью. А предыдущие приставки, которые мы оценивали на Allwinner, отличались глючными прошивками, практически неработоспособностью вне родного плеера. Что же получили мы здесь? Мы получили полностью работающий HDR, при этом еще и в автоматическом режиме, чего до сих пор ни разу не было на Allwinner H313. Мы получили здесь автофреймрейт через API от Google, который работает в таких приложениях, как Vimeo Media Player, SmartTube Next, либо TVMate. Мы получили Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, и это как бы в принципе стандартная фишка для всех процессоров, которые есть. Это в режиме pass-through проработать объемный звук. Но в данном случае мы получили с вами нечто на нормальной прошивке, которая, я первый раз, наверное, скажу, работает. Мне даже трудно формулировать мысли, потому что в голове крутится одна назойливая мысль. Сейчас появятся люди в комментах, обязательно появятся. Вы можете идти в комментарии читать, я думаю, что они будут мега интересные. Появятся люди в комментах, которые скажут: ну подожди, Бабл, вот эта штука стоит, она недорого стоит. И ссылочка в описании под видео, как на проверенного продавца, так и можете посмотреть именно цену. Она недорого стоит, и стоит она под стать сертифицированным стиком, таким как, например, там Google Chromecast 2020, либо Dynalink, либо, допустим, это имеется в виду, если брать стики, либо TiVo Extreme 4K. И вы будете правы. Но давайте рассуждать. Для кого подходит TiVo Stream, Chromecast и другие моменты? Для тех, кто смотрит в основном стриминг-сервисы, да, они смотрят еще и TorServe. Например, Dynalink, Chromecast и TiVo, они лишены автофреймрейта. Да, они лишены автофреймрейта. Да, там есть, например, Dolby Vision. Но мы здесь говорим немножечко о другой категории девайса. Мы здесь говорим о категории девайса, где есть у нас и USB-порты, которых нет ни в Dynalink, ни в TiVo, ни в Chromecast. И там для реализации USB-портов необходимо использовать какие-то внешние приблуды. Ну, например, как Ugreen там, или другие OTG кабели есть такие. Но при этом еще и эти сертифицированные TV-боксы зачастую не имеют полноценной поддержки SSD. Вот серьезно я вам говорю. То есть, например, у меня есть Сабрина, и полноценно с SSD посмотреть фильм я не могу. А здесь я это сделать могу. При этом я могу здесь поднять самбо-сервер, потому что он встроенный. Плюс мы не будем колхозить сюда никаких приблуд для того, чтобы получить LAN-порт. И в данном случае это решение для тех, кто хочет, например, приобрести что-то на кухню, в спальню, недорогое, с какой-то реализацией каких-то плюшек, как у TOX, но дешевле, чем TOX. Хотя для меня я бы брал бы TOX 1. Вот если брать из бюджета до 50 баксов, TOX 1 это мой выбор. TOX 2 это новая ниша устройств. Я считаю, это новая ниша устройств. Это, мне даже тяжело сказать. Это стики, полноформатные стики. Давайте дадим такое определение. Полноформатный стик с полноценными USB, с RJ45 и со всем остальным. Что мы на нем не сможем сделать? Мы не будем на нем играть, не сможем, потому что это Allwinner H313. Отдадим должное этому процессору, здесь он работает на максимум, но играть я на нем абсолютно не советую. Что мы будем на нем проверять? YouTube,
Мы проверим, кстати, YouTube, он спокойно тянет 4К 30 Гц, ну и 1080p тянет до 60 Гц. 2К тянет 30 Гц, а до 60 Гц тянет 1080p. Конечно же, все работает с автофреймрейтом. А с жесткого диска мы проиграем 4К ролики, спокойно проигрывает жесткого диска, подключенного к USB. Мы с вами поиграем через TorServe в раздаче, например, там, в 37 гигов, и я вам скажу, это возможно. Но насчет охлаждения я бы немножко запарился и модифицировал охлаждение. Я покажу в тротлинг-тесте, как он себя поведет. Это не самый худший тротлинг-тест, но я бы немножко запарился. Хотя в вариантах использования этого TOX 2 я ни разу не достиг хоть какой-нибудь значимой температуры, при которой мог бы возникнуть какой-нибудь тротлинг. То есть мы все изначально знаем, что Allwinner это действительно горячий процессор. И, допустим, достижение температур выше 80 градусов для него это обычное дело. Будем уже переходить на обзор. И, конечно же, советую вам подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши такие самые интересные обзоры. Ну а этот девайс я вам советую дождаться резюме. Обязательно советую дождаться. Почему? Потому что вы, во-первых, увидите в резюме, что мы подняли на этом деле Android TV модуль. А это первый такой беспрецедентный момент. И, конечно же, в резюме мы с вами разберемся, что, для кого и как мы это будем позиционировать. Хотя моя позиция такая, что если вам надо сертифицированные устройства там, для Netflix и тому подобное, то это, конечно же, выбор. Это Sabrina, это Tiva Stream 4K. Ну, конечно, все это без автофреймрейта и Dynalink и тому подобное. Если вам нужен стик для, допустим, IPTV с автофреймрейтом, типа TVMate, то вот эта штука, она действительно работает. Если вам нужно смотреть с автофреймрейтом какие-нибудь Full HD релизы с дисков, то это тоже работает. При этом на диски вы можете закидывать с внешнего жесткого, с компа на самбу прямо фильмы. Если вам нужно, допустим, смотреть 4К, но без автофреймрейта, то эта штука тоже вытянет 4К фильм без iFair, ну, беспроблемно. Мы это абсолютно все в обзоре честно покажем. Все, ребят. А еще, кстати, слушайте, я не сказал вам, наверное, про акции, да, у нас там внизу в описании под видео есть ссылочка на акцию с розыгрышем, например, там RTX 2060 и 2 Югусова M7 на момент съемки этого видео, и, скорее всего, там уже, может быть, даже нет этой акции, но там есть акция не менее интересная. Ну а теперь переходим на распаковку и потом уже на тесты, а еще будет установка АТВ модуля, напомню. Перешли. TOX 2 мини-ТВ стик. Та-дам, вот такой вот. Необычная форма, не совсем она стиковая, но обусловлена тем, что здесь есть два USB порта, есть LAN J45 и есть вот такой вот разъем для TF-карт, плюс есть разъем для инфракрасного, плюс есть USB Type-C. Но смотрите, сейчас посмотрим, что есть еще в комплекте. Есть вот такой вот удлинитель HDMI, для того, чтобы, ну, у кого HDMI прямо, можно так, конечно, вставить, хотя эта идея плохая. Берется, вставляется таким образом и вставляется таким образом в телевизор. Теперь есть Type-C кабель, вот так вот, который мы включаем в зарядку и включаем в USB вашего телевизора. Смотрите, на старте продаж у меня здесь нет блока питания. Но я уже написал претензию производителю, и мне подтвердили, что в комплекте будет входить блок питания обязательно. То есть будет входить 5 вольт, 2 ампера. Это, ну, уже подтвердили, внешнего вида пока не знаю, поэтому показываю как есть. Есть инфракрасный вот такой вот датчик выносной для тех, кто хочет заморочиться, ну, именно от блока питания, потому что если включать его в USB вашего телевизора, то включаться он будет вместе с вашим телевизором и выключаться в том числе. Поэтому здесь особо морочиться для того, чтобы поднимать ЦИК или там какие-нибудь вот этот вот датчик, он не нужен будет. Он будет включаться вместе с вашим телевизором. Ну и пульт самый простой, честно говоря, ничем не примечательный, поэтому советую сразу брать что-нибудь из Bluetooth, ну вот типа G20 BTS Pro, вот G20 BTS Pro, он на Bluetooth и нормальный пульт, еще и 2.4 донгл у него есть. Ну что, давайте подключать, и здесь, кстати, еще разъем для RZ есть. Давайте подключать и будем уже понимать. А слушайте, может быть, сразу его разберем? Сейчас мы все снимем, посмотрим, что у нас внутри. Так, вскрыли часть. Вскроем даже ценой его разлома, если надо, для того, чтобы мои зрители увидели, что внутри. Хотя вскрывается все предельно просто. Все на защелках, все, вскрыли. Так, есть у нас вот такая вот плата синенькая. Слушайте, прикольная плата на самом-то деле. Давайте выкрутим все и разберем.
Так, вытаскиваем плату. Вот так вот это выглядит. Радиатор на H200, на H313. Не знаю, маловато или нет. Ну, будем посмотреть. Картридер. Слушайте, все минималистично. Совсем минималистично. Смотрите, что у нас по маркировке самих микросхем. Специально, давайте переверну. Специально вам показываю. Как по мне, маловат вот этот вот, конечно, радиатор, хотя вполне может справляться. Посмотрим на тротлинг тесте, на замерах температуры. Вот у нас есть память. Ну все, собираем. Ребят, собираем, да будем уже подключать и тестировать данное решение. Переходим. Ну, при старте традиционно TOX мы можем выбрать либо Quick Step, это традиционный такой планшетный режим, либо нажмем обратно на домик и выберем TOX Launcher. Давайте я выберу TOX Launcher и, наверное, буду его использовать всегда. Давайте его назначим как всегда, пускай будет, нравится. Потом поставим АТВ-модуль, посмотрим, работает или нет. У нас есть и шторка, есть и внизу панель навигации, что тоже не может не радовать, как бы на Allwinner редко, когда кто это делает. Рассматривать нам здесь особо нечего. Почему? Потому что, ну, приставка, мы понимаем, что она не сверхбыстродейственная, много функций, мы на нее возлагать не будем. Но 5 ГГц здесь есть, подключился без проблем. Из того, что у нас здесь есть еще Hotspot, есть поддержка. Видите, это точка доступа, хотя, ну, на такой приставке использовать Hotspot это жестко. Есть Bluetooth. Bluetooth у нас здесь есть стандартный Bluetooth, есть еще и ресиверные файлы, короче, вернее, принятые файлы. С аккаунтом вопросов не было, давайте поехали в настройки устройства. Об устройстве. Обновление системы, ну, сейчас обновлений нет, но вот вы видите картиночку, где мне прилетала уже обнова, и, пожалуйста, обновляться он будет, есть и будет. Можно перезагружать. Версия Android 10. Так, экран HDMI Output Mode. Но сейчас мы видим поддержку от 720p до 4К 60 Гц. Я вам скажу так, он может и 480p, мой рекордер не может 480p писать. Мы можем выставлять с вами размер экрана для избежания оверскана. И здесь вот самое интересное начинается. Профиль управления цветности. И эта приставка единственный iMlog, ну вернее единственная приставка на Allwinner, где качественно сделано все и работает правильно HDR в авторежиме. То есть здесь можно включить либо постоянно HDR, либо SDR, либо авто в зависимости от воспроизводимого контента. И это делает его вот именно уникальным. В том плане, что действительно у Allwinner неплоха картинка. И никто еще не реализовывал так, как это реализовали в TOX. Плюс у нас есть ротация экрана 90, давайте повернем, 90, 180, ой, зачем я это сделал? Давайте вернем в 0. То есть есть еще и ротация экрана. По звуку выбор форматов. У нас здесь есть, смотрите, Audio Output Mode. Мы можем выбирать либо кодек, либо SPDIF, либо HDMI. И в режиме Pass-Through. Давайте вот дальше мы проверим, что он выводит. Есть менеджер кнопок, такой же, как у, допустим, Yugus или у TOX у первого. Ну, например, мы можем здесь с вами добавить кнопку. Давайте добавить кнопку. И я введу кнопку субменю. И теперь придумаем, что мы можем сюда на эту субменю поставить. Так, App Switch. Ну, давайте App Switch поставим. Все. Сохраняем настройки. Давайте сохраним настройки. Переподключим устройство. Переподключили. И теперь при нажатии на кнопку субменю у меня будет выбираться вот такое вот меню переключения приложений. Это же круто, ну на самом-то деле. То есть на Allwinner тоже нет ни единой приставки, которая бы могла поддерживать такие опции. Есть Samba сервер. На секундочку, на Allwinner есть Samba сервер. Я в шоке. Слушайте, а давайте я подключу свой жесткий диск, например, пароль админ и включим файловый сервер. Включили? Включили. Слушайте, аж интересно. Давайте на смартфоне на нашем проверим доступ к этому самому Samba серверу. Через LAN добавим сервер и сделаем поиск. Посмотрим. Видите, сколько у меня там разных серверов стоит. Сейчас посмотрим, найдет ли он TOX 2. Мой десктоп нашло. Так, а ну-ка 3129 какой-то. Давайте посмотрим, какой у нас здесь
IP-адрес 51. И вот, пожалуйста, у нас есть SMB1 на этом IP-адресе. Так, и увидели, что у нас здесь вот поднялась самба. Слушайте, давайте самбе отключим самбу и дадим, ну вот новый том мы увидели, и дадим еще доступ к внутренней памяти. Давайте включаем обратно самбу сервер. Вот, появилась еще внутренняя память. Слушайте, мы сюда можем напрямую закидывать APK-файлы, либо на ваш SSD, допустим, закидывать фильмы напрямую. Это удобно. Это удобно. То есть Samba сервер работает, мы это проверили. Дальше проверяем. Mouse мод, это обыкновенный подобыкновенный пульт, ничего интересного. Входы. ЦИК работает, могу вам сказать сразу, на включение-выключение. Расширенного ЦИК пока нет. Так, язык хранилища, это уже все стандартные настройки. Но то, что здесь есть еще, я вам сейчас покажу. В данном TOX 2 есть автофреймрейт через API от Google. То есть, если вы будете использовать, например, такие программы, как Vimeo Media Player, TVMate, то вы увидите, что здесь есть абсолютно все частоты для переключения. Но я вам скажу еще один секрет, это же решение не для 4К. 4К 23976 данный процессор не может. Но мы с вами понимаем, что это не для 4К фильмов однозначно, тем более онлайн. Все-таки процессор слабоват, хотя и HDR реализовали. Я, честно говоря, в шоке. Давайте поехали дальше. Что у нас в AIDA 64 показывает? TOX 2 платформа 2 на 16, теперь версия Bluetooth 4+. Центральный процессор у нас Allwinner H313, это 4 ядра Cortex A53 по 1 и 344 МГц, ну практически по 1,4. Давайте за отображение отвечает Mali G31, да, такой же как WimeLogic S905X3, S905X4. Сеть у нас 5 ГГц с коннектом 390 мегабит. Вот вангую, что будет где-то 120-130 мегабит на загрузку и на выгрузку. Вот, но это 5 гигагерцовая сеть. По температуре, интересно, 73 градуса. Все мы помним, что Allwinner изначально это горячий процессор. И там температуры за 80 это считается нормальными температурами. Поэтому будем тоже проверять. Хорошо, больше нам здесь смотреть нечего. И я предлагаю провести спид-тест, а после этого делать тротлинг-тест и уже переходить к оценке мультимедийных возможностей данного устройства. Стартуем 5 ГГц. Ну, вот как я и говорил, ну, слушайте, ну, такое 170, 180, 190. Я вам скажу вот такую одну вещь, даже больше 200. Дело в том, что я тестирую все на Xiaomi AX6000. Это очень мощный роутер. И хотя он стоит, мы даже убрали его дальше, сейчас он не стоит в пределах видимости, даже он стоит в другой комнате. Я вам могу сказать, что на более слабых роутерах показатель может быть в районе 100-130 мегабит. Вы должны быть к этому готовы. Но мы показываем всегда максимальные возможности. Давайте сразу LAN RJ45, а потом 2.4 модуль. Вообще, я вам скажу, оптимизированная прошивка создает впечатление, ну, приятное. То есть это не мега топ приставка, она не летает, как, допустим, мега какие-то приставки на очень быстрых процессорах. Она просто работает. LAN RJ45 стартуем и получаем честные 100 мегабит. Ну, здесь 100 мегабитный модуль. Мы это понимаем, что здесь честные 100 мегабит есть. Как на загрузку, так и на выгрузку. Сейчас мы дождемся конца теста, протестируем еще 2,4 ГГц. Вообще достаточно резво работает, ну, не топово работает. Ну, я имею в виду, не как приставки там over 50 баксов. Пробуем диапазон 2,4 ГГц и получаем, ну, давай. Аж интересно стало. Выше среднего. Результаты выше среднего 50, ну, это максимально возможный результат, который можно на нем получить. Это больше 60 мегабит. Уже дальше вы от резвости вашего роутера будете получать вниз. Это, скажем так, это наши лабораторные условия тестирования данного ТВ-бокса. Тут тоже как бы претензий нет. Стартуем тротлинг-тест. Посмотрим через время, что он нам покажет. Ребят, уже 13 минут теста. Ну, я вам скажу, дикого жесткого тротлинга нет. Хотя некоторая мелкая усталость процессора чувствуется. И я думаю, что тут, наверное, температура где-то к 85 или к 86 градусах. Вообще, я бы поработал с охлаждением, потому что радиатор вы видели на разборке в край маленький. То есть туда влепить немножечко больше радиатор и будет намного интереснее. Да даже просто крышку сдернуть будет уже вообще отлично. Да нет. Слушайте, но при этом
Давайте мы сейчас закончим тест, выведем датчик температуры и будем смотреть, что он будет нам показывать в режимах использования. То есть, чтобы вы понимали, никто его там не охлаждает, ничего ему не делает. Вот он, видите, лежит и вот болтается. К нему еще подключен SSD-диск. Вот так, чтобы по-правильному было. Под нагрузочкой. И оба USB заняты. Короче, ждем конца теста, еще целая минута. Вообще, да, даже температура была 89 градусов. Но это, я вам скажу, вот стандартная ситуация для Allwinner. Он подтротливал до 84% своей максимальной производительности. То есть я бы поработал бы с охлаждением. Но насколько это все будет сейчас справедливо на тестах, мы будем выяснять. Для этого будем использовать стандартный CPU-монитор. Мы его сейчас как раз устанавливаем из маркета. Так, мы включили с вами летающее окошко. Можем наблюдать весь период тестирования за температурой данного бокса. Больше мы здесь из системщины тестировать ничего не будем. Игровые возможности проверять так уж точно, потому что это все-таки Allwinner, на нем играть мы не будем. Проверяем сейчас с вами, начинаем мультимедийные возможности и начнем с тестов звуков. Я имею в виду работу таких вещей, как Dolby Digital, DTS и Dolby Digital Plus у нас заработал. Выходим Dolby Digital Plus. Dolby True HD работает у нас. Сейчас смотрим, как простой Dolby Digital. Хорошо. DTS с вами пробуем. Обыкновенный DTS работает. Хорошо. И DTS HD, где у нас там? Давайте, SFX Long Lossless у нас работает как простой DTS. К сожалению. Ну ладно, бюджетная приставка. Я хочу попробовать, как работают у нас тестовые ролики достаточно большие. И плюс еще они работают в HDR. Вот мы с вами видим, что HDR у нас заработал. Обалденно. Температура при проигрывании тяжелых роликов 4К 77-78 градусов. Это для Allwinner невелика температура на самом деле. Давайте попробуем еще Samsung Wonderland. Вот что прикольно. Давайте, confirm. Что прикольно в Allwinner, это его картинка. Картинка в данном случае, когда используется Allwinner, то картинка, она немножечко в перецвете, совсем чуть-чуть. Но мне она нравится, она такая, знаете, вот из-за этого создается вот это вот ощущение такой полноты картинки. Особенно, просто раньше мы не оценивали картинку Allwinner в HDR, потому что H313 HDR как по сути не мог. А вот когда здесь ты включаешь в HDR, он работает совсем по-другому. И в данном случае я бы пересмотрел бы, допустим, тесты Allwinner именно в режиме HDR. Вообще надо будет задаться целью и протестировать, какой TV-бокс в HDR показывает лучше. Потому что мы раньше оценивали в SDR по факту. Давайте пробуем с вами YouTube. Я как бы подозреваю, что 4К, так, войти надо, что 4К ролики это немножко не наша песня. Давайте попробуем наш ролик с нашего канала для тестов ТВ-боксов. Давай, запускайся. Да, он все-таки медленноват. Не так, чтобы вот, ага, вот 4К у нас, сразу говорю, нет. 4К ролики, конечно, с жесткого диска он потянет, но вот здесь я сильно сомневаюсь, что будет 4К. Давайте выберем, ну, для начала 1080p, выведем инфу, 1080p, 60 Гц, он показывает без проблем. Давайте попробуем 2К, давайте 2К выбираем и смотрим, что у нас получится. В отличие от других Allwinner, ну все, 2К мы уже пошли в дропы. В отличие от других Allwinner, у нас здесь не стоит 720p порт, то есть он не выводит это в 720p порт. У нас здесь конкретно идет, видите, 1080 на 2, это 2К. То есть, ну, 2К уже 60 Гц не пошел, но я думаю, что мы сейчас попробуем 2К или 4К в 30 Гц. Давайте там, я думаю, будет немножечко по-другому. Ну, вот есть у меня 4К 30 герцовый. И здесь мы сейчас проигрываем 30 Гц 2К. Вот 2К 30 кадров мы спокойно проигрываем. Слушайте, давайте попробуем 2К, вернее 4К 30 кадров. Потянет, не потянет? Да, и 4К 30 FPS он тоже спокойно YouTube проигрывает без единого дропа. То есть вот то, что сделали в TOX 2, это максимальная реализация для Allwinner. Это максимум, который можно из него выжать. Следующее, что мы должны с вами проверить, это IPTV. Ой, опять мы YouTube включили. Так, пробуем сейчас 4К каналы.
очень интересно именно 4К каналы через IPTV. Загружается. Сетевые модули для бюджета неплохо. И, кстати, за температурой следите. Так, 4К IPTV с трудом. Но опять же мы понимаем, что это... А нет, смотрите, завелся канал. Ничего не делают вообще там на этом канале. 79 градусов при проигрывании 4К канала IPTV. Но не все каналы именно в 4К он нормально быстро декодирует. Так, следующий 4К канал включился. Тоже работает. Давайте наша Сибирь. Тоже работает. Слушайте, ну по 4К телевидению вообще вопросов нет. Да, переключается немножечко долго. Но относительно долго. То есть 1 секунда против полсекунды на других моментах. При этом, если вы здесь будете использовать, например, такое решение, как TV Mate, так еще и автофреймрейт будет поддерживать. Ну и, конечно же, должны проверить с вами работу фильмов через TorServe. Так. Что у нас там есть? Из такого что-то побольше. Интересно просто проверить торрент. И выбираем 1080p. Ну, во-первых, мы понимаем, что это бюджетная приставка. Для 1080p мы здесь будем использовать конкретно через Vimo Media Player. Почему? Потому что приставка, сам по себе процессор не может проигрывать 4К 23976. Мы с вами сейчас проигрываем фильм с раздачей, мы можем спокойно его перематывать, и он с этим справится. Ну, подождем немножко. Вот, пожалуйста, он пошел проигрывать. Давай, сейчас пробуферит и заиграет. Вот, заиграло, не вопрос. То есть мы с вами понимаем, что здесь мы сможем смотреть раздачи достаточно тяжелые, ремуксы, Full HD, либо 4К, ну давайте выберем через DPD видео, но без AFR. То есть мы должны здесь понимать, что в чем-то нам приходится жертвовать. То есть мы имеем Full HD решение в некоторых аспектах. Давайте TVD видео, выбираем. И вот в данном случае, давай, пойдет, не пойдет. Пошло 4К в HDR у нас пошло через TVD видео. То есть, если мы хотим AFR, то 1080p мы проигрываем через Vimo Media Player. Если без AFR, то 4К HDR спокойно проигрываем. Давайте еще что-нибудь выберем потяжелее, например. Вообще, ну, я думал, что будет намного хуже. Достаточно шустро работает, как для такого процессора. Ну, он гнев человеческий есть. Давайте выбираем. И здесь есть у нас 17... Ой, слушайте, есть фулка 37 гигов. Высокобитрейтная. Давайте попробуем через Vimo BD-Remux проиграть с автофреймрейтом. Это интересный момент. Потянет, не потянет. Выбираем Vimo. А ну-ка, давай-ка. Проигрывает, ребят. Проигрывает. Я никогда не видел, чтобы Allwinner тягал такие торренты. При этом на внутреннем сервере. На TorServe Matrix, который внутренний. То есть 37 гигов, он спокойненько, давайте сейчас мы перемотаем, даже попробуем. Ну это такой, конечно, стресс-тест, но на 37-ю минуту, 30 секунд. И будем сидеть с вами, буду разговаривать без монтажа, без ничего. Давайте, не пропускаем. Слушайте, он перемотал. 37 гигов. Это реальность. Это реальность. При этом температура 83 градуса для Allwinner это не запредельная температура. И после перемотки, после старта, она через некоторое время все равно упадет. Вот 82 градуса пошла. Поэтому это проигрывает. Выходим. Слушайте, ну, есть как есть, показал. Хотя для проигрывания таких тяжелых торрентов я бы его не советовал. Отключаю жесткий диск. Знаете почему? Потому что я сейчас буду ставить на него ATV модуль. Будем пробовать, поднимется ли ATV модуль на нем. Давайте идем в мои приложения. У нас есть Magisk, само собой у нас есть root права. Ну, давайте обновим Magisk для завершения установки. Сейчас он, по идее, перезагрузится. Так, устанавливаем Magisk. Настройки. Разрешаем установку. Устанавливаем Magisk. Давай. Открываем. Сейчас посмотрим, что у нас получится из этого. Мне вообще интересно. Требуется расширенная установка. Да, окей. О, идет перезагрузка. Подождем. Просто интересно. Android TV модуль на Allwinner. Это будет нечто. Так, перезагрузка пошла. Ждем. Так, мы видим, что у нас root права завелись. Идем обратно в Magisk. У нас флешка уже с модулем вставлена. Кстати, ссылка на модуль в описании под видео будет. Идем в модули. Установить из хранилища. Конечно же, разрешаем. Так, найти файлы в других приложениях. Выберем файл через Explore.
Выбираем USB накопитель и выбираем мат-диск. Нажимаем ОК. Пошла установка, копирует zip в temp файл, в temp директорию. Ждем. Я думаю, что это будет не быстро. О, пошла распаковочка. Вообще написано Android TV for Yugus Pie. Для Yugus на Android Pie, но здесь как-то запустилось. Все-таки медленноват процессор для быстрой установки модуля. Будем ждать, интересно. Ну что, перезагрузку просит. Нажимаем перезагрузка. И возвращаемся уже после того, как все это дело закончится. Да ладно, установился ATV модуль на TOX 2. Ну, сейчас он закончит установку всех приложений. Вернее, приложения там и остались. Здесь не надо было мне даже переустанавливать ничего, никаких сбросов. То есть он просто поднялся. Но мне, конечно, 10-15 минут надо будет подождать, пока все устаканится. Пока что он тормознутый. Но я получаю TOX 2 на Allwinner H313, в котором работает HDR и еще и с ATV модулем. Ну давайте сразу же мы будем резюме с вами подводить. И я вам скажу так, что этот TOX 2 мы можем рекомендовать для тех, кто хочет бюджетный стик, да, такого формата, но при этом с USB, с LAN RJ45, и это его выгодно отличает от, допустим, каких-то лицензионных, сертифицированных стиков в плане того, что некоторые люди, не некоторые, большинство не готовы платить за контент. Некоторые люди, купив, допустим, те же самые стики из Америки, ну, они будут понимать, что для того, чтобы им подключить сюда там флешку, жесткий диск, LAN RJ45, необходимы дополнительные какие-то переходники, дополнительные кабели, дополнительные устройства. А если касаемо случая Сабрины, так там, допустим, жесткий диск вот такой вот и не подключишь на пару сот гигабайтов, вернее, или на терабайт, там просто это дело не заработает. Но это принципиально разные устройства. Я действительно могу его рекомендовать. Он действительно неплохо работает именно на нормальной прошивке. Я не говорю это про весь Allwinner, хотя на Allwinner попадаются сейчас более-менее экземпляры, которые работают. А этот так вообще работает. Я бы немного поработал бы с охлаждением, но в процессе эксплуатации именно при просмотре контента у меня не возникло каких-то нелепых ситуаций, связанных с перегревом. Хотя я бы, серьезно говорю, залез бы и чуть-чуть этот радиатор бы преувеличил бы. Или вообще просто-напросто что-то с крышкой сделал. Ну, будем пользоваться. Вообще, слушайте, ссылка в описании под видео, мы его рекомендуем. С вами был Бабл на канале Технозон. Ставим лайки и пока, ребят. До скорых встреч.